Приветствую, дорогие друзья! Продолжаем вязать кобру. Сейчас будем вязать глазки. Первый ряд. 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Делаем колечко и вяжем. Глаза я вяжу методом крестики, чтобы они были поплотнее. Напомню еще раз, то есть ниточку захватываю крючком сверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем колечко. Беру маркер, чтобы обозначить начало ряда. Второй ряд. 6 прибавок. Вяжем. Хвостик я буду ввязывать, чтобы его закрепить получше. Первая. Прибавка. Вторая. Прибавка. В следующую петелечку. Третья. Прибавка. Четвертая. Прибавка. Пятая. Прибавка. И шестая прибавка. Делаем соединительный столбик. Ниточку отрезаю, хвостик небольшой оставляю. Теперь присоединяем нить цвета тела, то есть цвет тела моей змейки, вот такой светло-фиолетовый, я присоединяю его. Так. Здесь переход не обязательно прятать, потому что будет вышивка, поэтому просто присоединяю вот где маркер начинается. Так, и теперь с 3 по 5 ряд включительно, то есть 3 ряда, нам нужно провязать 12 столбиков без накида. Вот так присоединила. И с этой же петелечки вяжем. 1. Хвостик тоже буду ввязывать. 2. 3. 4. 5. 6. Уже кончик хвостика убираем. Так, это было 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Маркер
перебрасываем. Это мы провязали 3-й ряд. 4-й ряд вяжем. 1, 2, 3 и так дальше. Довязываем 4-й ряд и 5-й ряд провязываем тоже 12 столбиков без накида. Провязала, делаем соединительный столбик, ниточку обрезаю, оставляю для пришивания глазика. Маркер убираем. Вот так выглядит глазик. Вяжем 2-й. Связала 2 глазика. Теперь будем делать вышивку. Нам необходима тоненькая иголочка для вышивки и желтый оранжевый цвет. Ну или ваши цвета, какие вы решите делать. Начала вышивать глазик и увидела, что камера не записывает. Поэтому повторю сейчас, хорошо, что их 2. Итак, вышивать этот глазик я буду точно так же, как Змей Тихон, кто видел, или дракончика, может, кто-то вязал вместе со мной. То есть точно так же длинными и короткими стежками. Длинный стежок будет занимать 1 черный ряд и 2 фиолетовых, а короткий стежок 1 черный и 1 фиолетовый. Сейчас покажу. Выводим иголочку под 1-й черный ряд. И теперь вот черный ряд заканчивается, 1 фиолетовый и 2 фиолетовый. Сюда иголочку вставляю и вывожу снова под 1-й черный ряд. Ниточку подтягиваем, но не затягиваем сильно. Теперь короткий стежок занимает вот 1 черный ряд и 1 фиолетовый. То есть он будет поменьше. Теперь снова длинный стежочек. Вот 1 черный ряд заканчивается, 1 фиолетовый и 2 фиолетовый. Выводим сюда. Одни просто чуть длиннее, вторые чуть короче. И снова коротенький делаем. Ввожу вот сюда. Вот одни подлиннее на ряд, одни покороче на 1 ряд. Вот. Если здесь остаются пробелы, это все в порядке. Здесь мы просто будем в этих пробелах вышивать потом оранжевой ниточкой. И вот так вот продолжаем по кругу.
делать вышивку. В месте там, где будет переход, вот здесь, просто сохраняем линию. То есть там уже не привязываемся к рядам, а просто чтобы была ровная линия. Сейчас еще пару стежков покажу. Ну, думаю, все будет понятно. Вот еще один. Это будет подлиннее. И один покороче. Если хотите посмотреть, как выглядит в зеленом цвете глаза, здесь будет подсказочка, можете пройти, посмотреть. Вот так получается. И продолжаем вышивать по кругу таким образом. Доделываю вышивку уже первого ряда. Или первого слоя будет правильнее сказать. Буквально пару стежков. Вот один короткий. Один длинный. И еще один коротенький. Вот так получается. Ниточку закрепляем с обратной стороны. И сейчас вот эти все пробелы будем вышивать оранжевой ниточкой. Заправила оранжевую ниточку. И по тем же рядам идем. То есть вывожу я иголочку. Сейчас выберу место, где удобнее показать. Вот, вывожу иголочку я в том же черном ряду. И делаю, то есть основные у меня будут стежки большие. Я буду делать перед желтыми длинными. Там где-то может подлиннее, покороче, где-то маленький добавить. То есть смотрите по вашей вышивке. Главное закрыть максимально пробелы. Вот длинный сделала, теперь вот этот короткий, этот длинный. Вот я делаю оранжевый длинный перед желтым. Тянула вот так.
Следующий. Вот здесь получается и перед длинным я сделала, и сделаю после длинного, так как и здесь у меня пробел. Здесь симметрия не обязательно. Наоборот, если будут разной высоты стежки, будет красивее даже. Вот так. И так идем дальше. И смотрите, если где-то хочется сделать коротенький стежок, сделайте короткий. То есть, чтобы вам нравилось. Вот так. Вот я здесь длинный буду делать. И вот так вот идем по кругу, закрывая вот эти все пробелы. Длину стежка регулируйте, как вам больше нравится. Вот уже заканчиваю оранжевую вышивку. Буквально вот один стежок. И еще один сделаем. Сделаю вот здесь такой небольшой. Вот так выглядит глаз. С изнанки. Вот так. Ниточку закрепляю оранжевую и беру черную ниточку. Заправила черную ниточку. Теперь нам необходимо удлинить зрачок. Выбирайте ракурс, который вам больше понравится, чтобы сделать вертикальную такую полосочку. Мне вот больше нравится так. Теперь ввожу иголочку вот здесь практически в конце вышивки, то есть буквально миллиметр-полтора, не доходя до конца именно вышивки вот этой. Вот. И делаю вот такую вот вертикальную полосочку. То же самое сюда, не доходя буквально миллиметр или два. И делаю две такие полосочки. По центру. Вот одна. И теперь вторую полосочку, только теперь не от края, а вот ниже, где-то между зрачком и началом линии, вот здесь ввожу. Сейчас покажу. Для этого нужна именно тоненькая иголочка, потому что уже много здесь вышивки.
Вот, надеюсь, на камеру видно, вот где я вывожу иголочку. Втягиваем. Не затягиваем, чтобы глаз не сжался. И точно так же и ввожу иголочку. Вот только с другой стороны. Если вытянули с этой, то как бы так накрест. И ввожу вот сюда. Сейчас. Вот так. И теперь, чтобы вот эти вот не съезжали полосочки, я буквально одним стежком закрепляю. То есть вывожу иголочку на центр. Вот сюда. Чтобы вот эти две полосочки немного одним стежком закрепить. Вот вывела с одной стороны и теперь вот так вот горизонтальным с другой стороны ввожу. И таким образом мы зафиксировали вот эти вертикальные полосочки. Делаю закрепочку и беру белую ниточку маленькую, сделаем 2 блика. Заправила ниточку, сделала узелок и теперь выбираем глазик, как больше нравится, чтобы располагался, там вверх-вниз, в общем, выбираете. Мне больше нравится вот так вот. Теперь делаем блики. Один блик я буду делать справа сверху, это с правой стороны глазик будет, справа сверху, а один слева снизу. Ввожу иголочку. Вот так. И делаем 2 маленькие точечки. Я их буду делать вот немного с наклоном вниз. Такие почти вертикальные. Вот один блик. Сильно не затягивайте вот здесь. Ну, просто чем больше затянете, тем меньше будет вот эта точечка. Она просто спрячется туда, в ниточке, между нитками. И снизу, слева тоже выбираем место. Вот так. И тоже с наклончиком маленький. Вот этот нижний я даже делаю немного поменьше, чем верхний, ну, по размеру. Вот так. Сейчас его подтяну. И вот такой глазик получается. Ниточку закрепляю и отрезаю. Второй глазик делаем точно так же, только блики я делаю наоборот, в зеркальном отображении. Верхний будет слева сверху,
а нижний вот справа будет внизу. Сейчас я сделаю и покажу. Доделала глазки. Вот так выглядят. Я надеюсь, у вас все получилось, все было понятно. Благодарю вас за внимание, за просмотр. Благодарю за комментарии. Очень-очень приятно. И всегда это буду повторять. Для тех, кто смотрит в реальном времени, если не будет форс-мажоров, сегодня-завтра постараюсь записать еще одно видео. Еще раз благодарю вас. До встречи. Пока-пока.